Я приехал в Травемюнде, и сегодня я вам расскажу о преимуществе жизни на севере Германии. Травемюнде находится примерно в 100 километрах севернее от Гамбурга. То есть, можно сказать, это почти самый север Германии. Несмотря на это, здесь сейчас, а сегодня 2 июля, очень-очень жарко. Примерно плюс 35 градусов. Как вы видите, сзади меня находятся пляжные коробки, так называемые штрандкёрбе по-немецки, которые были придуманы и изобретены в Германии. Здесь, конечно, невероятная красота. Никогда не скажешь, что это север Германии. Здесь ощущение какого-то южного курорта. Несмотря на то, что к северу Германии относятся как-никак 4 немецкие земли, это Нижняя Саксония, Гамбург, Передняя Померания и Шлезвиг-Хольштейн. Но для меня настоящим севером считается Гамбург и земля Шлезвиг-Хольштейн. Несмотря на то, что Бремен, к примеру, или Бременсхафен, или Куксхафен, они лежат на севере Германии, и с этим не поспоришь. Или земля Передняя Померания, та, которая выше Берлина, и та, которая омывается Балтийским морем, то тоже север. Но вот именно Шлезвиг-Хольштейн и Гамбург для меня считаются таким вот настоящим севером Германии. И здесь на самом деле по-своему свой северный дух. И этот северный дух, это морское ощущение этих мест, оно здесь чувствуется во всем. В природе, в архитектуре домов, в рисунках, там якоря, они здесь очень часто встречаются. Местный диалект, к примеру, здесь везде здороваются моин. И вот начало севера Германии для меня начинается с Гамбурга. Гамбург является вторым по величине городом в Германии. В нем проживает чуть меньше 2 миллионов жителей. И по моему мнению, этот город с самым высоким уровнем жизни в Германии. Да, я пока еще не доехал до Мюнхена, но везде, где я был в Германии, я объездил, можно сказать, почти всю Германию. Ничто не сравнится с Гамбургом. Ни Берлин, ни Франкфурт, ни земля Баден-Вюртемберг, которая возле Баварии, на юге находится, которая считается также богатой землей. Все рядом не стоит с Гамбургом. Только посмотрите, какая чистейшая вода здесь, в Балтийском море. У Гамбурга очень хорошее местоположение. Всего в часе езды вы или на Северном, или на Балтийском море, к примеру, здесь. А примерно в 2,5–3 часа от Гамбурга вы попадаете на остров Зюльт. Видео, с которого я делал в прошлом году, посмотрите его. Это невероятно красивый остров, это остров-заповедник. И на этом острове живут миллионеры. Там цена домов начинается от 1 000 000 евро. Какая красота! Настоящий лазурный берег. Кстати, преимущество Гамбурга еще то, что там одни из самых высоких зарплат в Германии. Выше, чем в Берлине. Также Гамбург отличается от других городов Германии, что он сделан из стекла и бетона. Если по всей Германии сохранена вот эти вот фахверки, старина, то в Гамбурге это тоже есть, но там это все по-другому. И вот со всей Германии можно выделить только Берлин по своей архитектуре, которая не похожа на другую архитектуру Германии. Она более такая светская. Гамбург, ну и можно Франкфурт из-за того, что там длинные высокие здания. А так в целом Германия вся похожа. Если вы живете в Германии и никогда не были в Гамбурге, я просто настоятельно советую вам посетить его.
Вы влюбитесь в этот город, вы откроете для себя прямо жемчужину Германии, и вам захочется там жить. Вы увидите чистоту города, очень и очень высокий уровень жизни, все относительно нестандартно по-немецки, и все ультра и ультра современно. Один его недостаток – это то, что он находится на севере, то есть там холодно и дожди, и то, что очень дорогая недвижимость для съема и для покупки. О Гамбурге я снимал очень много видео зимой, рождественский Гамбург, весной, летом, осенью. И все эти видео есть на моем канале, и вы можете их все посмотреть. Ну а выше Гамбурга идет земля Шлезвиг-Хольштейн. Причем земля, она выглядит вот так вот. И с одной, и с другой стороны она омывается Северным и Балтийским морем. А вот здесь вот наверху уже начинается Дания. И вот тут с краюшку на Северном море находится остров Зюльт. И вот из-за того, что вся земля омывается морями, здесь очень много курортов. И я эту землю называю курортной землей. И из-за того, что здесь курорты, здесь всегда открыты супермаркеты. То есть в субботу, воскресенье всегда. Хотя во всей остальной Германии по воскресеньям все закрыто. Здесь все открыто. И здесь, на севере Германии, распространены вот такие вот штрандкёрба. Это пляжные корзины. Они здесь в виде лавочек. И они здесь везде. И вот это вот все создает морской антураж. Это говорит о том, что мы находимся на море. Архитектура здесь, на севере Германии, она тоже своеобразная. Она похожа на голландскую или датскую. Здесь очень распространены так называемые габельхаус. Габельхойзе. Габель – это вилка, а хойзе, хаус – это дом-дома. У них верхушка, она сделана вот такая вот. И из-за этого и говорят, что это габель, что это вилочная верхушка. Кстати, я сейчас еду по побережью с Травемюнде в Тиммендорф. Это вот побережье, я его называю лазурным берегом Германии. Здесь самое лакшери, все, что есть на Балтийском море. А вот эти корзинки, где я только что сидел, даже на балкончиках у людей. Здесь побережье с разными пляжами. Есть пляжи для собак, есть платные пляжи, которые стоят от 3 до 3,50 евро до 15,00. С 15,00 потом уже будет дешевле. Также есть нудистские пляжи. В общем, на любой вкус, что вы хотите. А вот значок, где написано, что собакам здесь запрещено купаться, потому что для них есть специальный пляж. Но здесь очень красиво. Море есть море. И вот как раз сзади меня находится бесплатный пляж. Но нудистский пляж я вам, конечно, показывать не буду. Но он здесь рядом, вот прямо недалеко от этого пляжа. Здесь, конечно, очень много различных яхт, кораблей. Жара стоит неимоверная, что даже на улице невозможно находиться, хочется сразу в тенек. Вот такой вот север Германии. Хотя справедливости ради нужно сказать, что с завтрашнего дня уже будет похолодание, максимальная температура будет плюс 20. И здесь вместо отелей или гостевых домов очень часто находятся виллы. Вот, к примеру, сзади меня вилла Луиза. А вот вилла называется вилла на озере. Вот так она выглядит. Я зашел сейчас в Тиммендорфе в супермаркет в Эдеку. Вот здесь вот продается пиво как раз с Северной Германии. Вот это вот очень вкусно, я рекомендую. А также вот это вот с Гамбурга.
Тоже очень хорошее пиво, рекомендую. Невероятно красивый японский сад с настоящими живыми рыбами. Вот там вот плавает. Вот она. Несмотря на то, что сегодня 2 июля, можно сказать, середина лета, сегодня где-то 35 градусов жары, вода холодная. Все-таки это Балтийское море, и вот это вот как бы маленький недостаток. Но к августу здесь вода, она больше прогревается, становится более теплее, и уже можно нормально плавать. Хотя в выпуске о Киле в апреле я показывал, как девушки прыгали в воду в купальниках, и им не было вообще холодно. Тут, скорее всего, уже дело во мне, а не в воде. Хотя вода, я сегодня спрашивал, примерно 18-20 градусов тепла. А вот температура воздуха 25 градусов, а температура воды 17 градусов.